Высшие состояния нашей психики, то, что мы переживаем несколько раз в жизни, потом вспоминаем десятилетиями, это зависит полностью от деятельности нашей нервной системы. С этим фактом соглашаются сегодня даже самые отпетые верующие. Нервная система– это не только мозг, по всему организму расположенные и взаимосвязанные клеточки-нейрончики. Но то, как они взаимодействуют друг с другом, то, как между ними проходит импульс, зависит от определенной смазки, от гормонов и нейромедиаторов, которые могут не только многократно усилить этот разряд, но и перенаправить его совершенно в другом направлении. Итак, можем ли мы испытать счастье, восторг, радость, очарование, экстаз, или наоборот, если особо хочется, ужасы, одиночество, оставленность, без обращения к фармацевтам или наркодилерам? Да, причем в любом устоявшемся религиозном сообществе, которые веками отрабатывали техники и технологии изменения нейробиологического основания нашего поведения. Об этом мы сегодня поговорим. О психиатрической и биохимической природе так называемых особых чувств верующих. Сегодня мы будем с вами говорить не о религии, а о религиозности. То есть не о религии как о социокультурном феномене каком-то, а о религиозности как о качестве человека. Я попрошу эти моменты не путать. Очень часто многие там, батюшки в Ютубе жонглируют этими вещами. Говорят о религии как о социокультурном феномене. Это тема следующей лекции. Будем говорить, что это такое, как часть культуры. А потом тут же переходят мгновенно по мановению волшебного крестика, переходят тут же на психические процессы, происходящие в каждом конкретном человеке. Вот об этом именно я буду говорить. Итак, из чего состоит религиозность? Моя рабочая схема. Опять же, повторюсь, я не претендую здесь на догматизм. Это та схема, с которой работаю я. Я рассматриваю религиозность, то есть как стремление к раздваиванию мира, стремление к подчинению своей жизни потусторонним сверхъестественным сущностям, стремление к представлению о том, что над миром материальным господствует некий духовный непроверяемый мир. Вот это в целом я называю религиозностью. По моей рабочей схеме ядром религиозности является отнюдь не вера. Как вы видите, это некий ущерб, который нанесен человеку. Либо им самим, что крайне редко бывает, либо обществом, что бывает практически всегда. Это либо среда, в которой ты растешь, либо, как правило, это наши дорогие любимые родители, которые обеспечивают нашу жизнь проблемами на всю нашу оставшуюся жизнь и даже на жизнь наших детей, наших внуков, на которых мы очень часто либо отрываемся за родителей, либо превращаемся в хороших бабушек и дедушек, чтобы исправить то, что мы натворили со своими детьми. Так что вот это осознание некой ущербности, некой неполноценности, некой проблемности в сравнении с окружающим миром, с оставшимися окружающими людьми. И это тоже само по себе не ведет к религиозности, поскольку, в общем-то, это здоровая ситуация любого человека. Но если в ситуации психического здоровья обычный человек стремится эту ущербность ликвидировать, если я увидел, что я толстею, я увеличил свои физические нагрузки, если моя дочка увидела, что у нее аллергия на персики, она их перестала есть, значит, она испытывает, у нее есть ущербность, у меня же нет аллергии на персики, а у нее есть, то в данном случае мы сталкиваемся со вторым блоком, это с блоком страха, который человек не может преодолеть собственными силами. И тогда вступает в дело такая цепная реакция, поскольку человек боится, что боится, прям как Гарри Поттер практически, но как Гарри Поттер он не выходит из своего этого круга вечного страха. Он боится, что страх будет бесконечным, и он не может из этого страха ни собственными силами найти выход, ни с помощью своих друзей, товарищей, знакомых. И в итоге весь мир для него не может сделать ничего, кроме как навредить ему еще больше. И человек испытывает ситуацию безысходности и отчаяния. И вот тут-то как раз происходит то, что называется термином озарение. То есть человек обретает веру. Хотя озарение и вера, конечно, нужно различать, это принципиально разные вещи. Но вот сейчас пока я их объединяю на таком попсовом уровне. Человек обретает веру. Он признает, говоря о современном человеке, поскольку если мы вспомним свой религиозный опыт, если мы посмотрим на наших близких, окружающих людей, то практически никто никогда не видел ангелов, не слышал какие-то голоса, не видел, как его руки ему там не подчиняются и прочее. Так что в большинстве случаев вера есть признание. Я признаю себя беспомощным перед какими-то высшими сущностями.
которые более важны, чем я и все остальное. Я им себя отдаю. В некоторых религиях этот момент отдачи себя высшему стоит на первом месте, например, как в исламе. Исламе переводится как покорность. Здесь нужно не понимать, а принимать. В христианстве это несколько смазано, но в разных версиях христианства по-разному. В частности, протестантизм все-таки, ну это классический протестантизм, не говорим о харизматах, не говорим о харизматах. Классический протестантизм требует все-таки понимать, во что ты, в общем-то, веруешь. Православие во многом использует знаменитую цитату Тертуллиана «Кредо абсурдум эст». Верую, потому что абсурдно. И начинаются разговоры про мир сей грехопадших, про книжников и фарисеев, про то, что безумное и мира избрал Господь, а мудрое мира он отверг, поскольку люди своей мудростью познать Бога не могут. И дальше уже вступает в дело, собственно, религиозная картина мира. Во-первых, это культ, то есть определенная система поклонения, об этом я сейчас скажу чуть подробнее. Об инициациях и барьерах я говорить сейчас не буду, потом, возможно, мы поговорим дальше. Это обряды, которыми человек посвящается, определенные ступеньки, проходит своей внутренней религиозности, абсолютно в каждой религии есть, начиная от индуизма и заканчивая, наверное, гербалайфом и пылесосами Кирби. И в итоге, конечно, выстраивается этика, во многом состоящая из барьеров. С вами я дружу, с вами не дружу, вы, в общем-то, совсем на меня не похожи, а вы хуже всех, потому что вы раскольники, волки в овечьей шкуре, поэтому вы блюдите, как опасно ходите. Так что, в общем-то, таким образом выстраивается в целом религиозный взгляд человека на вещи. С этого начинается все. Но не надо думать, что ущерб всегда приводит человека к религии. Мы живем с вами в светском обществе, в котором есть множество разных способов, законных, не очень законных, противозаконных, свою эту ущербность каким-то образом минимизировать или принять как норму, вот, значит, о некоторых из них мы поговорим чуть позже отдельно. Вот, и об этих вещах, о Марксе, о его знаменитой характеристике религии, не путать с религиозностью, я также уже говорил, только другими словами, потому что обычно понимают религию как зомбежку, нехорошие злые попы, которые приходят и всем в головы втираются для того, чтобы, значит, заменить реальность нереальностью, но Маркс характеризовал опиум в двух смыслах. Когда у тебя что-то болит, ты не рассуждаешь, ты принимаешь таблетку, чтобы хотя бы завтра на работу выйти, потому что надо кредит оплатить. И религия — это мощнейший анаболик, наверное, самый мощный, который только был придуман. Даже если сравнивать с наркотиками, с наркоиндустрией, то религия гораздо обыгрывает, потому что она легализована гораздо более структурно и четко. Поэтому она дает тебе ощущение признанности, она дает тебе, вот это рисунок из журнала знаменитой организации «Свидетели Иеговы», она дает тебе ощущение нужности. Ты просто никому не нужный дурак с улицы, звать тебя не зная как, какой-то Васька, и тут ты заходишь в общину, и к тебе относятся как к брату. Ты брат Василий. Брат Василий, в чем у тебя проблемы? Ты наркоман? Я тоже наркоман был 30 лет подряд. Я сейчас тебе расскажу, как избавиться. Пошли к нашу группу борцов, анонимных там наркоманов и так далее. А в чем у тебя проблема? Денег у тебя нет? Сколько тебе надо? Сколько тебе надо денег? А подожди, деньги сейчас потратишь. Вот. А у тебя работы нет? Сейчас, подожди, сейчас мы быстренько свяжемся и тебя устроим на работу, потому что ты мой брат. И вот это ощущение признанности, общинности, поскольку человек все-таки существо социальное, это то, что сильнее всего воздействует на меня. И это тот наркотик, ради которого я готов все, что угодно из своего дома вынести, выражаясь языком метафорическим. Значит, и те люди, которые, значит, зачастую человек испытывает несостоятельность, в первую очередь даже в отношении своих наиболее близких людей, родителей, детей, братьев и сестер, ты не умеешь выстроить систему отношений. И тут совершенно левый какой-то чувак тебе кладет руку на голову, называет тебя по-братски, он тебя искренне любит. Это такая монета, которой можно купить, ну, практически все. Но об этом мы чуть подробно поговорим дальше. Поэтому, когда мы видим грандиозное, мощное религиозное движение, в частности, в данном случае фотография с Московского монастыря, где находится мощи Матроны Московской. Там не только по самому монастырю пробиться невозможно, даже по дороге практически невозможно проехать, потому что дорога забита автотранспортом людей, которые приехали. Для чего? Что им даст это кусочка засохшего человеческого тела? Мало что даст, но вот столько людей вокруг, и все пришли с своими проблемами, и все такие же говорят, нас много, мы все ущербны.
И нифига, ничего страшного, что мы все ущербные. Мы построим наш новый мир, в котором будет удобно, приятно, легко и кайфово. О кайфе отдельно поговорим. Вот, опять же, говоря о других религиях, очень такой аккуратный делаем экскурс в сторону ислама, в сторону хаджа, паломничества в Мекку, которое должен каждый мусульманин в обязательном порядке совершить. Это один из столпов ислама. Значит, так что из этого, собственно говоря, мусульмане четко, как люди тоже прагматичны, делят всех мусульман на настоящих и ненастоящих. Ты хадж совершал или не совершал? Ну, какой ты мусульманин, если ты хадж не совершал? Вот то понятие веры, которое использую я, чтобы, так сказать, от себя тяну не городить, я использую в разговоре о религии религиозное определение веры. Вот, в частности, мое личное рабочее определение веры есть убежденность, не требующая доказательств. Это то понятие, которое я использую, убежденность, не требующая доказательств. Автор послания к евреям использовал вот такое определение. Как мы видим, твердое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим. Ну, практически то же самое, о чем я сказал. Апостол Иоанн Богослов несколько со своей тягой к сочным метафорам, он чуть более расширил определение веры. Он объясняет, что это и с чем связано. Но так или иначе мы соглашаемся с тем, вера – это не озарение. Это не означает, что на меня наехала машина, но проехала там сквозь меня, как в Гарри Поттере. Значит, я не пострадал. Это не означает чего-то сверхъестественного, с чем я столкнулся. Это не означает голоса, который я услышал. Это означает мою собственную убежденность. Вера рационалистична. В этом сила и слабость, правда, всех организованных религий. Поскольку разум у всех людей планеты работает вообще-то по одинаковым схемам, поэтому если я совершаю акт интеллектуальной самокастрации, я признаю, что я не могу дальше выбраться, дальше автоматический самоспасительный механизм работает автоматически. Как говорил Платон когда-то, если ты не можешь управлять своей жизнью, прислонись к тому, кто будет управлять твоей жизнью. Вот Платона очень любят, кстати, религиозники всех мастей, начиная от мусульман, которые, в общем-то, его и сохранили, до нас и довели, и заканчивая, конечно же, там православными, вот, в католичестве школа платонизма. Вот, так что здесь и речь идет о том, что прислониться к тому, кто меня поведет дальше. И хотя тема озарения мусолится жутким образом во всех организованных религиях, там выстраиваются, тем не менее, всевозможные барьеры для того, чтобы ты это не повторял. Да, пророки видели, но тебе не надо в ту же самую ситуацию себя погружать. Доверься пророкам. Да, Мухаммед общался с архангелом Джабриилом, но тебе не надо строить палатку и сидеть там ждать, пока он к тебе явится. Надо признать, что Мухаммеду уже все главное сказано. Поэтому просто не надо думать, иди и делай. Тебе все скажут, что делать дальше. Поэтому следующий момент автоматически это раздваивание мира на то, что мы видим, и то, как оно должно быть. Раздвоение мира на то, что мы видим естественным, и то, что мы видим неестественным, противоестественным, нет, сверхъестественным. Безумное мира и немощное избрал Господь, а сильное и разумное, как сказал сам Иисус Христос, отверг. Мир своей мудростью Бога не познал, говорится в Евангелии. Поэтому и не надо думать, что мы сможем до чего-то догадаться, потому что поэтому и Дарвин, и Стивен Хокинг, они все дураки, потому что они своей мудростью пытаются что-то там объяснить. А не надо ничего мудрствовать, святым отцам уже все было явлено. Поэтому просто выбирай правильную сторону. Но раз есть правильно, значит есть неправильно. Почему Хокинг не прав, а Иоанн Златоуст прав? Ну потому что Хокинг в церковь не ходил. А значит его разум не очень чистый. У него в разуме сидит дьявол, который ему что-то там искажает. И поэтому если ты не в святоотеческом наследии ищешь ответы на вопрос о сотворении мира, а Хокинга почитываешь, ну это уже значит, что ты идешь неправильным путем. Первородный грех и так далее, разум у тебя искажен. Поэтому ни ты, ни Хокинг не выйдете из этого страха. Поэтому иди в церковь, в мечеть, в синагогу, куда угодно, только туда, где уже организованы религии. В качестве характеристики цитата одного из главных неоправославных святых. Я неоправославие отсчитываю с середины, с конца, наверное, 18 века, вот 19 век, это уже то православие, которое имеет очень мало преемственности там, с московским православием, уже не говоря о киевском периоде, вот, абсолютно игнорирует там Новгородскую Русь и прочее. Вот говоря о том, что сегодня, о сегодняшних святцах, о сегодняшних святых.
Вот видите, вот оно раздвояется, как говорят в Грузии, значит, сознание, поэтому ты своим умом ни до чего не додумаешься в любом случае. Вот. Поэтому следующий момент, к которому мы логично пришли, это культ. Слово культ, слово культура, однокоренные слова. На старой латыни культус происходит от слова, которым римлянин, а всякий римлянин, невзирая на свои миллионы сестерцев или миллионы рабов, он все равно считал, что он в обязательном порядке должен быть человеком, создающим что-то. Этим словом римлянин называл вот действие, когда пахарь наклоняется и семечко кладет в землю. Вот это называется культ. От этого происходит и культ, и культура, и так далее. В том числе и культура в смысле все созданное человеком, и культура как сельскохозяйственная культура. То есть, вот обратите внимание, я беру природный процесс и перезапускаю его на своих условиях. Или не на своих условиях, на тех, которые мне объяснены, как нужно делать. Но в культе самый главный момент – это наклонение. Я должен наклониться, я должен постараться, я должен умолиться, я должен признать свою некомпетентность, свою неправоту, свою ущербность. Я ее должен исповедовать. Поэтому обязательный момент любого культа – это всякие всевозможные поклоны, вот, значит, которых есть много, огромное количество, но нет организованной религии без целой системы поклонов. В частности, даже буддизм, который очень часто, например, Константин Михайлов, мой любимый, утверждает, что буддизм это не совсем религия, ее трудно называть религией, но уж тема поклонов там настолько отработана. В Таиланде, кажется, я в один храм решил зайти, осмотреть его, буддистский. А там на входе сразу табличку, что ногами идти нельзя, можно ползти только на коленях. То есть, значит, как в православных храмах, таблички вот с человечками из правил дорожного движения, вот что нельзя в шапке, там, в шортах, в купальнике перечеркнутые. Вот такой же человечек, стоящий на ногах перечеркнутый, нарисован человек, стоящий на коленях. Долго думал, но поскольку все-таки никого не было, разуться-то я разулся, вот, а все-таки вперся на ногах, походил, посмотрел и быстренько вышел, пока там против меня не применили штрафных санкций. Поскольку есть такие места, в которых даже на коленях нельзя, нужно только заползать. К примеру говоря, политические культы, в частности, например, обратил внимание, когда в первый раз в мавзолей Ленина пришел, что какой-то огромный выступающий намеренно потолок, когда ты заходишь в мавзолей, спускаешься под землю, заставляет тебя автоматически голову вжать в плечи, немножко преклониться. Хотя визуально кажется, что потолок низкий. Мавзолей, например, Ким Ир Сена, мавзолей Мао Цзэдуна построен таким образом, что ты не можешь не поклониться, входя туда. То есть культ личности, даже чисто политически, он копирует эти формы. Признание на чисто физиологическом и даже анатомическом уровне. А помню, что говорил Фрейд об знаменитая цитата Фрейда: «Судьба человека, его анатомия». Поэтому если вхождение в какую-то систему координат ты начинаешь с признания даже чисто геометрического своей некомпетентности, слабости, то дальше уже все пойдет само по себе. Ритуалы, о них я подробно говорить не буду их перечислять, но это вот есть та самая система воздействия и на психику, и на разум. Мы привыкли разделять, гуманитарные традиции западные, на сознание и бессознание, или бессознательное, или подсознание, и сверхсознание, кого угодно. Но на самом-то деле в жизни человека все связано. Вот эти культы, они нас вводят, различные ритуалы, точнее, они нас сводят в религии, инициация, в частности, которая во всех религиях человек приобретает новое имя. Оно может совпадать с предыдущим, может не совпадать вообще. Там Русланов, например, крестит православную церковь как Ростислава. Малограмотные священники Эдуардам дают другие имена. У моего знакомого православного Эдуарда имя Федор, хотя на самом деле есть аж 4 православных святых Эдуарда. Но малограмотные папы о них не знают, поэтому перекрещивают другим именем. В исламе это наиболее ярко выражено. Мне мой друг из Хабаровска написал, что отныне, говорит, я не Иван, я Абдурахман. Вот, инициации эти разные, есть более кровавые, менее кровавые, где-нибудь от тебя что-нибудь отрезают, где-нибудь тебя топят, где-нибудь топят не тебя, а твоего ребенка, вот у тебя сердце там замирает, но этот момент обязательно должен быть. Старое прошло, выражаясь библейским языком, теперь вот все новое. Ты совершенно новый человек, и тебе открыта перспектива нового неба и новой земли.
И это только вход, так сказать, на первую ступеньку, как в символике православного храма, когда тебя начинают впускать в само помещение, где молятся. И при возгласе «оглашены изыдите» тебе можно не уходить, а посмотреть, что творит поп, и что он, какие звуки он произносит, и что на самом деле, какое великое священное таинство Евхаристии происходит в православном храме. То же самое в исламе, то же самое в других религиях. То есть вот эти самые ритуалы, это вот есть вот те круги, на которых ты совершаешь отсечение себя самого. В частности, например, ритуалы, связанные с покаянием, с самобичеванием. И ты уничтожаешь все, что осталось от тебя, и заполняешь чем-то другим правильным. Вот вопросы по ритуалам сейчас есть, друзья? Потому что я не буду рассказывать про сами ритуалы, я буду рассказывать о том, как они работают. И здесь мы вступаем на поле биохимии. Тема эта, повторюсь, для тех, кто к нам позже присоединился, достаточно опасная, потому что мы рискуем сами впасть в моветон. Гормональная или биохимическая теория. Трудно об этом говорить, поскольку, как я уже упомянул, среди современной молодежи, как у вульгарных материалистов 19 века, принято и объяснять абсолютно все. Подчеркиваю, друзья, что это рабочая гипотеза. Я ее использую для того, чтобы попытаться объяснить сложный момент, но я ее не догматизирую. Поэтому здесь можно и нужно не соглашаться. Я лишь буду говорить об определенных научных данных и их интерпретации. Итак, что есть гормон? Гормон это вещество, которое выделяется в нашем организме и которое каким-то образом стабилизирует или налаживает или улучшает работу нашего организма. Вот. Либо она идет без перебоев, либо она идет еще лучше. Важность гормонов, что они воздействуют не только на физиологическую, но и на психическую. Ну вот то понятие гормона, которое я использую. То есть это выделяемое организмом вещество, которое нормализирует работу как физиологической, анатомической и психической системы организма, в частности нервная система. То есть гормоны, они действуют очень быстро. Скорость воздействия гормонов на организм – это одна из самых высоких вообще скоростей в биологии. Она сопоставима со скоростью электричества, со скоростью каких-то мгновенных химических реакций. Все это происходит на уровне нашего организма. Важно, гормон не привносится извне. Гормон вырабатывается внутри. И мы поговорим о некоторых самых важных гормонах. В частности, гормон окситоцин. Его вот называют по-разному. Гормоном близости, гормоном смелости, удовольствия, скорее удовлетворения, гормоном доверия. То есть это то, что нам дает ощущение нашей социальности. Я больше не никто, и звать меня никак. Я есть. Я существую в жизни, я ем хлеб и чувствую вкус хлеба, я пью воду и понимаю, надо же, как вода может быть вкусной, я получаю удовольствие от жизни, от общения с другими людьми. Вот. Этот гормон выделяется в гипоталамусе, и у него есть определенные условия выработки. Этот гормон выделяется, он отвечает за близость и выделяется он при близости. В частности, одну минутку. В частности, та близость, которой люди соучаствуют во время каких-то религиозных родений, во время ритуалов, которые производятся, обратите внимание, практически во всех организованных религиях все значимые ритуалы проводятся социально. Не бывает никаких инициатических ритуалов, которые производятся там за закрытыми стенами, как у тамплиеров, или там в подвале визави с каким-нибудь там магистром ордена. Они все происходят при стечении каких-то людей. И в этот момент настроен на то, чтобы я почувствовал свою близость. Вот, то есть при вот этой ощущении толпы, массовом родении, вот это многократно тоже описано еще психиатрами, например, про московских дураков, блаженных и святых, выскочило из головы имя одного из самых первых социальных психиатров еще в 19 веке, было написано целое исследование про блаженных, про тот культ, который они производят. Секта бога Кузи перед нашими глазами, целое расследование, которое было произведено. Но то же самое, что происходит в православном храме, когда поп тебя лупит крапилом по морде, обливая тебя, очки, там, рубашку твою и прочее, обливая святой водой тебя и всех других, это вызывает целый мгновенный впрыск просто гормональный. И ты в итоге чувствуешь себя гораздо лучше. И когда ты в сообществе прикоснулся вот к этому гормональному источнику, у тебя в итоге возникает самое простое ощущение того, что это сообщество спасительное. Отсюда все эти метафоры лодки, в частности христианское представление
представление о корабле, о Христе как о верховном кормчем, о христианстве как о лодке, даже целый стиль христианского храма как базилика, он возник как подражание кораблю. Ну, в православии мало выражено, это в основном в католичестве, в лютеранстве базилика как вытянутый храм, который имитирует корабль, который через грехопадший мир идет и нас доносит, а снаружи корабля, вон смотрите, страсти какие творятся. Вот, значит, так что вот это представление, это то, что и происходит вследствие за этими ощущениями, которые я испытываю. Вот, соответственно, поэтому само ощущение интеллектуальной принадлежности к какой-то группе, которой допустим какой-то кайф, доступен какой-то кайф, которого нет у групп других, вот, уже дальше может породить определенные политические моменты. Я затрагиваю тему особых чувств верующих, вот мы к этому вернемся и неоднократно еще сегодня. Вазопрессин, другой гормон, значит, считать, что он ответственен за ощущение родительства, за восторг от общения со своими детьми, в первую очередь это материнская любовь, но в отцовской любви он тоже участвует, но мало. И второе измерение вазопрессина – это ощущение своей значимости, самоуверенность в себе. Он также вырабатывается в гипоталамусе, но в другой ситуации. Это здесь действует биохимический механизм «бей и беги». То есть, когда ты попадаешь в определенную ситуацию, он тебя вырабатывает для того, чтобы ты немедленно из этой ситуации выбежал. Это ситуация психоз. Когда вокруг тебя все люди в ситуации истерики, ты просто автоматически поддаешься этим чувствам, потому что за этой истерикой следует кайф. Ты будешь чувствовать себя более значимым, более сильным, более сочным, чем то, что ты испытывал до этого. Поэтому, когда мы видим людей, которые испытывают какую-то массовую истерию, гоняются там за колдуном каким-нибудь, или за чернокнижником, или за иноверцем, или за гомосексуалом, вот то чувство, которое испытывают эти люди, находящиеся в этой толпе, тем, кто снаружи толпы, недоступно. Поэтому кто здесь ущербен-то на самом-то деле? У кого чувства более насыщенные? Попробую объяснить. Один современный проповедник, популяризатор, скорее скажем, скептицизма, научного атеизма, издал недавно книгу, она на английском языке, где он подробно объясняет, с чего начинать разговоры с религиозными людьми. Ни в коем случае не надо их переубеждать. Люди пришли в религию не потому, что они убедились в том, что религиозная картина верна. Они пришли в религию по совершенно другим причинам. Им страшно, больно, одиноко. Поэтому нужно начинать с разговора о том, о их психотравмах, о их жизни в этом мире, о том, как они себя чувствуют, а не объяснять им, как как материя произошла из сингулярной точки без участия Бога, вот, и так далее. Вот это ощущение психоза, это то, что подпитывает человека. Это то же самое, что наркоману объяснять, какая прекрасная жизнь будет без наркотика. Поэтому давай-ка ты перестань колоться, я тебе гарантирую, вот, без наркотика будет лучше. Ну, сами понимаете, что это достаточно смешной разговор. Дофамин. Также гормон удовольствия, гормон концентрации, гормон восторга, уверенности в себе. Вырабатывается он также в гипоталамусе, только немножечко в другой среде. В ситуации не психоза, а в ситуации тревоги. Мир возле лежит. Поэтому, если ты музыку слушаешь, музыка кем написана? Ты слушаешь группу Queen. А ты знаешь, кто такой был Фредди Меркьюри? Он был содомит. Он предавался противоестественной любви. Что хорошего может быть от этого музыканта? Что твоя любимая группа? Боже ж ты мой, ты Мэрилина Мэнсона слушаешь. Так Мэрилин Мэнсон священник церкви сатаны. Вот, и все остальное рок-музыка, поп-музыка, просто музыка сама по себе, даже на уровне Моцарта и Баха, который писал церковные сочинения, но не в православном храме исполняемые. То есть мир возле лежит, поэтому достаточно твоей любви к жвачке, или к рок-н-роллу, или к утренним пробежкам, чтобы они доставляли тебе удовольствие. Если ты удовольствие берешь где-то в другом мире, то это удовольствие автоматически бесовское. Поэтому, значит, ты должен понимать, что чем сильнее ты поворачиваешься наружу, тем тебе хуже.
мир возле лежит. И вот это ощущение тревоги, закрытости границ во всех абсолютно религиях, чтобы там батюшки улыбастые не говорили, но на самом деле любая религия объясняет, что царство дьявола начинается немедленно за порогом церкви, мечети, синагоги, ну синагога несколько другой разговор, но тем не менее, в общем-то так, нашего храма, нашего молитвенного собрания, уж не говоря о мистических различных компонентах. Вот, и поэтому, чем чаще ты ходишь в храм, тем больше тебе доступен кайф, который недоступен тем, кто туда ходит. Ты просто от самого посещения этого храма, от запаха, даже без людей, ты начинаешь испытывать определенное гормональное удовольствие. Выделяется дофамин, который делает твою жизнь более радостной, более блаженной. Серотонин, конечно, так называемый гормон счастья. В желудочно-кишечном тракте он вырабатывается, но здесь несколько другие механизмы его выработки есть. В частности, на них влияет определенные действия, связанные с нашим дыханием и с нашим, поскольку это ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, с нашей пищей. Вот что мы едим, значит, и как мы дышим, и как мы говорим. Вот это влияет своеобразно на выработку серотонина. Поэтому нужно влиять на дыхание, влиять на пищеварение, и ты будешь управлять серотониновыми впрысками в человеческую нервную систему. Каким образом это будет делаться? То, что я сейчас скажу, друзья, конечно, не стоит принимать там как абсолютно какое-то открытие. Я лишь высказываю свою определенную рабочую гипотезу, делюсь своими определенными наблюдениями и размышлениями. В частности, например, пение. Во всех организованных религиях практически присутствует организованное совместное пение. Мы знаем, что для того, чтобы петь по нотам или без нот, существует определенная механика, связанная с дыханием. Поэтому, влияя на нее, влияем на пение. Расспросите любого старообрядца, он вам расскажет, как раскол произошел, и в частности из-за того, что никониане начали петь партесно, а не одноголосное пение. Послушайте, как поют, например, старообрядцы или там, значит, любители старинного пения, пение унисонное, пение, в котором есть очень длительное пропевание, пение, в котором выдох гораздо длиннее, чем вдох. Поэтому, значит, перекидываем мостик к современным этим темам там, холотропного дыхания, значит, ненаучные темы, но попытка создать ту же самую систему воздействия на дыхание и поведение, какая была принята в религии. А уж если мы используем йогу, а уж если мы заглянем, например, в суфизм в исламе, а уж если мы в исихазм заглянем в православие, где целая подробная картина, как сесть на какую скамеечку, как произносить «Помилуй меня грешного, Господи, уже помилуй меня грешного». Иисусова молитва, на которой построено практически все традиционное древнее православие, она связана напрямую с вот этим дыханием, уже даже не говоря о пении. Значит, ну, дым, в частности, который присутствует в обязательном порядке в любых религиях. Уже даже речь не идет о том, что он может быть там ядовитый, слегка ядовитый, не будем об этом говорить, это не подтверждено. Или воздействующий там, как ладно, сколько там наркотических веществ, ладно, они, конечно, не подтверждены. Но просто по себе само задымленное помещение определенным образом воздействует на работу легких, в итоге на выработку определенных гормонов. Конечно, питание. Во всех религиях есть своя строгая дисциплина питания. Чего можно, чего нельзя. Вот, в частности, например, вопросы использования свинины, например, в иудаизме и в исламе. Серьезный вопрос, причем это открытый вопрос, до сих пор четкого ответа нет на эту тему. Но так или иначе люди ели свинину до принятия иудаизма и до принятия ислама. Ну, например, даже евангельские строки из двух Евангелий о том, как Христос, значит, повелел целое стадо свиней броситься в озеро, при том, что он проповедовал ортодоксальным иудеям, в общем-то, которые по определению не должны были есть свинину. Вот, и прочие ограничения, которые накладываются, регулярные, постоянные, временные, ситуативные. Но вот это управление твоей диетой, опять же, влияет на твое поведение. Вот, в частности, модная такая современная листовка из одного православного портала о том, что можно, чего нельзя, и по поводу эмоций. Конечно, современные отцы улыбасти нам рассказывают: да что ты, пост это не еда, пост это упражнение в благотворительности и так далее. Ну попробуй скажи этому батюшке: хорошо, отче, я тогда колбасы обожрусь и пойду спасать, значит, работать в хоспис, работать с бомжами и так далее. И он тебе скажет: не, ну конечно, это хорошо, благотворительность, но все-таки колбасу лучше не кушать.
И если кушаешь, лучше об этом другим православным братьям, сестрам не рассказывай. Так что воз и ныне там, как говорится. Вот перед вами, в частности, календарь ортодоксов христианских, Русской Православной Старообрядческой Церкви, вот официальный календарь на нынешний год, можно увидеть, что постных дней чуть больше половины года. Это те дни, в которые нельзя тебе кушать чего-либо. А если, например, ты монах, то тебе вообще мясо никогда нельзя кушать. Если ты готовишься к исповеди, то тебе даже в дни скоромные нужно воздерживаться от чего-то. Мои знакомые старообрядческие священники людям дают определенные послушания своей пастве, например, для воздержания от определенных грехов, воздерживаться от определенного вида пищи. Например, одному моему знакомому старообрядцу, его духовный отец старообрядец запретил навсегда кушать мясо, для того, чтобы тот воздерживался, так сказать, смог побороть определенные блудные грехи, блудные помыслы. Вот она, видите, опять же, манипуляция на гормональной сфере определенной, ну, по моей, так сказать, рабочей теории. В многих религиях существует определенный догматизированный self-harm, когда ты причиняешь себе определенные увечья, наносишь себе, причиняешь себе боль, страдания, в частности, вот в шиизме есть определенные даже практики религиозные. Вот. Но по большому счету, конечно, разница техническая между нанесением себе ударом плетью по спине и стоянием на ногах в течение трехчасовой православной службы, разница, конечно, техническая есть, но так или иначе и то, и другое имеет общую цель – умерщвление твоей плоти. Воздействие для определенного удовольствия. Потом, когда ты сядешь в конце службы, наконец-то на лавочку, вот он и пошел. Пошел у тебя, наконец-то, серотонин по трубам. Вот. Адреналин. Бей, беги. Та же самая гормональная реакция. То есть ситуация в какой-то ты испытываешь определенный мощный гормональный всплеск, который мгновенно мобилизует все твои мышцы, сухожилия, суставные сумки. И в первую очередь, конечно, это нервное окончание. Для того, чтобы ты мгновенно отпрыгнул от того, кто на тебя выскочил из-за угла. Адреналин вырабатывают надпочечники у нас. Среда, в которой вырабатывается адреналин, конечно же, мы знаем. Это депрессия и в первую очередь это шоковое состояние. Когда что-то ужасное вдруг внезапно с тобой происходит, вот тогда адреналин и впрыскивается. Поэтому чаще шокируй. Чаще объясняй, братья и сестры, штрих-код ввели, печать сатаны, теперь мы все попадем в ад. Давайте его соскабливать. Желательно прямо в магазине, а лучше еще до того, как ты на кассу с товаром подойдешь, еще заранее до этого соскоблишь штрих-код и так далее. Поэтому, хотя, конечно, такие гуманистические священники любят над этим посмеиваться так высокомерно, ну, или сказать, дикость такая, но так или иначе во всех организованных религиях большинство составляет те, кто в шоке. Нас заставляют вакцинироваться, нас заставляет ИНН принимать, нас заставляет электронный паспорт принимать враги вокруг нас, и вот они опять на нас обрушились, и с ними ничего нельзя поделать. Вот, и опять же адреналиновая вот эта зависимость у нас раз за разом, шаг за шагом, толчками вырабатывается. Где? Не во время горнолыжного спуска, на который надо еще денег заработать, и много. А просто достаточно пойти в храм. И там какой-нибудь истеричный поп тебе такую адреналиновую тебе инъекцию обеспечит, что тебе абсолютно бесплатно. Ну или работай полгода, копи себе на горнолыжный костюм, на сноуборд и на поездку на какой-нибудь горный воздух в Южно-Сахалинске за всю Россию, чтобы испытать эти чувства через полгода. Или вот прямо сейчас в ближайшей мечети. Громогласный проповедник обрушится со страшной проповедью или в храме. Эндорфин. Он уменьшает боль, как правило. Он помогает стать менее чувствительным, но избирательным. Это один из самых сложных гормонов. Даже не совсем гормон, скорее это нейромедиатор, несколько другое вещество, которое позволяет удовольствие чувствовать, а боль не чувствовать. И у него адресная работа более сложная у эндорфина. Значит, такой мощно легализованный обезбол. Вот. Ситуация, в которой эндорфин запускается, он тоже в гипофизе работает, это стресс. Вот в стрессе эндорфин запускается. Поэтому для человека, находящегося в стрессе, важно, кто его утешит. Важно, кто его из стресса выведет. Кто погладит по голове. Скажет, ну ничего, со всеми бывает. Ничего, перемелется мука будет. И у меня тоже так было, ну ничего, вот видишь, жив-здоров, слава Господу Богу. Мы живем, хлеб жуем и собираемся жить, если недолго, то, по крайней мере, там красиво и хорошо. Так что здесь, опять же, среда, в которой я нахожу утешение. Отсюда, например, в православной церкви
вообще в христианских церквях, во всех, все эти метафоры больницы, вот, значит, к примеру, в чине исповеди в православной церкви, там прямо есть такие слова: «Пришел еси в лечебницу, да не исцелен отыдиши». То есть ты пришел полечиться, и в обязательном порядке после исповеди ты получишь какое-то исцеление. И эти люди, которые выходят с горящими глазами, от того, как она сбивчиво по бумажке, покрасневший полностью, первый раз в жизни читали свою исповедь какому-нибудь священнику, который стоит и слушает это, и после этого они выходят от этого всего. Сколько раз мы все можем это наблюдать. Достаточно просто сходить и посмотреть, как ведут себя люди, отходящие от исповеди, даже в православном храме. Какие блаженства они испытывают, какой мощнейший впрыск вот этого вот самого гормона они ощущают. Действительно, говоря, если о соматике, о том, что, как говорила моя бабушка, все болезни от нервов, только одна от любви, хотя она, в принципе, опосредованно тоже от нервов. И если многое происходит от напряжения, от зажатости, от соматического переживания, и тут мне дают раз за разом вот этот вот обезбол, то есть действительно, во-первых, действительно, зачем мне нужно на героине сидеть, травить себя, а зачем мне нужно водку пьянствовать? Вот, я просто ногами захожу в какое-то место, где совершил определенные ритуальные процедуры, пошел этот самый впрыск. И действительно, потом у меня есть определенные чувства. И потом спорь с верующим, что доказываю ему, что Бог есть или нет, или другой Бог, который смотрит на тебя высокомерно и говорит: ну что ты там бормочешь мне, дурак? Я-то знаю, что Бог есть, потому что я кайфую от его присутствия. Вполне в себе физиологично, в определенном месте. Вот, которого, в частности, одна из брошюр современных неоправославных, даже, наверное, постправославных, в котором вот такое блаженство в подчинении старцу. Старчество — это тоже один из феноменов неоправославия, которого не было в древнем православии, в древнем христианстве вообще. Сегодня он, конечно, заявляет о том, что он традиционный и так далее. Но, конечно, та среда, в которой пребывают люди, общаясь со старцем, ну, значит, здесь, друзья, если вы вне этой среды, вам придется только слышать рассказ. Ну или посмотрите фильм «Остров» Лунгина с Мамоновым в главной роли, вот, может быть, вы прикоснетесь немножечко. Посмотрите свидетельства очевидца, когда он будет говорить, люди от общения там со старцем Наумом и Кириллом в Троице Сергиевой Лавре и так далее. Один, например, мой длительный богословский спор, там и про черную материю мы говорили, про все на свете с одним очень продвинутым православным богословом, закончился все тем, что он мне просто объяснил: я был у старца Николая, я испытал просто Божье присутствие от общения с ним. Что ты мне тут, атеист проклятый, говоришь? Теперь коснемся половых гормонов. Напоследок. В частности, тестостерон. Вырабатывается он в разных частях тела. И не только у мужчин, кстати говоря, но у мужчин в основном он вырабатывается в фолликулах. Он дает ощущение значимости именно мужской, так называемое малое отцовство, то есть не великое, небольшое отцовство, когда я воспринимаю себя патриархом, главой семьи, а я воспитываю просто восторг от того, что у меня есть ребенок, я за него ответственен, вот поэтому что вы там, гомосеки, хотите прийти в нашу Русь святую, нас всех здесь расами сделать, вот, да что же, моего ребенка будете среди него там вести проповедь. Вот, то есть вот этот вот гнев, так называемый праведный гнев, который я совершенно искренне испытываю, вот, ощущение восторга от этого гнева, бей жидов, спасай Россию. Значит, и в каких ситуациях? В ситуации войны, в ситуации агрессии, в ситуации преследования иноверцев, которая всегда является отличительной чертой всех организованных религий, включая даже буддизм. Хотя там это меньше, чем где-либо выражено. В левом верхнем углу сожжение Джордана Бруно, в правом верхнем углу пожар Александрийской библиотеки, которую шейх повелел сжечь, потому что если там есть книги, в которых есть то, чего нет в Коране, они вредны, а если есть то, что уже есть в Коране, то они бесполезны. В левом нижнем углу мы видим Салман Руш, автора знаменитой поэмы «Сатанинские стихи». Вот автор, на которого недавно было совершено покушение, большим трудом выкарабкался оттуда, потеряв зрение на один глаз. Правый нижний угол — это вообще, конечно, достаточно позорная ситуация, когда школьный учитель, который вот в самом углу изображен с лямкой через плечо, рассказал на уроках в школе о карикатурном скандале, во время которого были опубликованы Шарли Эбдо журналом карикатуры на пророка Мухаммеда, и показал. После этого старший брат девочки, его ученицы, пришел к этому учителю и отрезал ему голову. Здесь перед вами фотография и тела, и головы запикселированные. Причем этот молодой правоверный мусульманин был гражданином Российской Федерации, родом из Чечни.
И вот между ними и его жертвой изображена фотография его похорон в Республике Чечня в составе России, где его хоронят как шахида, как мученика за веру, после того, как он во время перестрелки с полицией погиб. Его перевезли в Россию, там его хоронили как национального героя. Вот эта ситуация, в которой ты испытываешь ощущение борьбы с неверными, защиты своей собственной веры, защиты своего собственного персонального, самого дорогого на свете дилера. Вот, конечно, что может быть важнее, чем вот тот кайф, который у тебя вот-вот сейчас сатанисты, жидомасоны, гомосексуалы, рептилоиды у тебя могут отнять. Чем обусловлены зачастую очень-очень многие вещи. Вот та ситуация, когда произошло один из самых страшных шоков вообще в современной истории человечества, когда весь мир скорбел, в этот момент YouTube был завален роликами из мусульманских регионов Пакистана, Индии, Афганистана, где люди торжествовали, плясали, обнимались, целовались, невзирая там на пол, невзирая на возраст, даже на оседлость, осыпали лепестками роз вот портреты, на которых изображены те ребята, которые угнали эти самолеты, которые взорвались. Возможно, все это на самом деле была инсинуация, возможно, все было подделка. Но просто сами можете заглянуть в те ролики с теми фотографиями тех ребят, которые в мусульманском мире были показаны как борцами с большой сатаной. И, конечно, не надо думать, что это только мусульманская тема. Современный во многом милитаризм в православии заново рождается. Лозунг «православие или смерть», хотя он объявлен экстремистскими, за него как бы надо в тюрьму садить, но тем не менее в футболке выступает самый великий, самый боевой, наверное, рок-музыкант Константин Кинчев, глава группы «Алиса», которая вообще достаточно милитаризирована и в плане музыки, и в плане текстов. Так милитаризировано, что с вопросами плагиата лучше к Кинчеву не подходить, хотя он на самом деле душевный человек. Но эта тема милитаризации достаточно постоянно проходит. Мы видим эти образы вот этого благословения на ратный бой, благословения на священную войну, освящение оружия, которым убивают. Даже священники позируют с гранатометами, хотя им по законам, внутренним церковным запрещено даже прикасаться пальцем к оружию. Под угрозой извержения сана, тем не менее, они позируют, как из пистолета стреляют в определенную цель. Так что вот это дает определенную мужчинам гормональную вспышку. Что значит с женщинами? Там другая ситуация, не гормон, а целый такой набор гормонов и нейромедиаторов, потому что эстроген это не название какого-то гормона, это такая обобщающая групповая характеристика. В частности, эстрадиол, такой гормон, который, как правило, воздействует точно так же на женский организм. Я мать, я нужна, я женщина, на меня смотрят, меня хотят, я сексуальна, я значима, меня могут воспринять как потенциальную жену, мать и прочее. То есть я нужна именно как женщина. Вырабатывается он в женском организме, в первую очередь он вырабатывает в ситуации овуляции, которую, здесь ситуация несколько другая. Практически все организованные религии, за исключением буддизма, но там своя история есть тоже, построены на угнетении женщин. Женщина же, кость, как ее обзывают в семинаре, вот, ребро, слуга сатаны, она же, даже в Священном Писании говорит, что не Адам сам совершил грехопадение. Что он сказал Богу, когда Бог сказал ему: Адам, где ты? Он сказал: жена, которую ты мне дал, она ела и мне дала. Поэтому женщина это есть вот тот сосуд греха. Это вот тот вот ресурс, с которого все мировое зло всегда приходит. И если в христианстве, например, угнетение женщины не особенно значимо, женщин не пускают в алтарь святая святых, например, православных храмов. После Второго Ватиканского собора женщинам разрешили прибираться в алтаре, исчезли перегородки, но, тем не менее, среди католиков из-за этого был настоящий раскол. Вот. Женщинам во время месячных, после рождения ребенка нельзя заходить в православный храм, а если хотят зайти, то только по окончании через совершение определенного, так сказать, символического отмывания, то есть определенные молитвословия нужно прочитать. В исламе более жестоко это развито, хотя, конечно, можно говорить, там почитать сайт российских мусульманок, особенно с тех, которые русскими или украинками, белорусскими являются, то есть славянками и приняли ислам, там, конечно, меду достаточно много написано, много оттуда меда изливается, но практика есть практика. В мечети можно ли войти женщине?
Ну, смотри, что мы называем мечетью. Если то пространство, где молятся мужчины перед шейхом, перед муллой или муфтием, конечно, нельзя. Совершенно другое место, где-то отделено, или там на галерке, как, например, в синагогах иудейских. Вот. Православный храм тебе можно, но традиционно, например, женщины стояли отдельно. Вот. Например, в определенную часть храма тебе тоже нельзя. То есть даже символически это выражается. Коснемся, друзья, самой страшной, самой, извините за молодежный сленг, но иначе никак не сказать, самой стрёмной темы. Это женское обрезание, которое до сих пор практикуется по всему миру как способ сделать женщину более благочестивой, чтобы она не чувствовала кайфа, чтобы у нее этот самый эстроген не выделялся. Красным цветом обозначены государства, где никак законодательно это не регулируется. То есть самое большое количество операций по клиторэктомии и по различному уничтожению тех органов, которые помогают женщинам чувствовать кайф. То есть мужикам можно, женщинам нельзя. Хотите побольше жести, то есть вот, пожалуйста, смотрите дальше объявление, сейчас ныне удаленное, но скриншот остался, современной московской клиники, которая предлагает это сделать, в частности, по религиозным или ритуальным мотивам за определенную сумму. Вот. По непроверенным данным, Россия является государством, в которое едут там чуть ли не со всего мусульманского мира, одним из государств, именно для того, чтобы делать женщин более благочестивыми, чтобы они не были ведьмами, чтобы они не были проводниками греха, а были вот именно носителями благодати, чтобы они просто рожали ребенка, при этом ничего не испытывая. Так, аппарат до сих пор среди мусульманских богословов, к примеру, нет согласия по тому, считать женщину человеком или нет, есть ли у нее душа или нет. По елику все райские блаженства, они, если вы почитаете Коран, они обозначены для мужчин. Значит, женщина многими богословами, даже современными мусульманскими, трактуется как не человек, собственно говоря, а аппарат по удовлетворению мужчины. Вот, хотя на эту тему много споров идет до сих пор, но эти споры идут. Вот. И, значит, тоже я прошу здесь не склониться в крен по поводу ислама, поскольку в православном мире, ну, до сих пор это. Если ты мужик заходишь в храм, ну, головной убор сними, а если женщина, ну, надень-ка косыночку. Даже если ты не замужняя, даже если ты 5-летний ребенок, все равно косыночку надень, как символ власти над тобой. И в брюках нельзя, и в шортах там нельзя, и прочее. Ну, в шортах и мужчинам нельзя. Так что вот говоря об украшении женщин, целые ритуалы возникают, например, в православной церкви для того, чтобы женщину укращать, где-нибудь они там проползать должны, вот каяться. Основная, львиная доля всех паломников во всех православных монастырях – это женщины, примерно почти 85%. Если вы посмотрите на автобус паломнической группы, там практически будут одни женщины. Вот, до сих пор даже, по-моему, митрополит Сергий Старгородский, описывая православие в советского времени, он сказал, что не клобуки символические, то есть монашеский головной убор, а косыночки спасли православие в Советском Союзе. Так что, поскольку для них это более значимо, вот эта подсадка. Ну и закончим мы, друзья, на теме, может ли Бог быть рожден в пробирке, можно ли этот же механизм перехватить у церковников и, собственно говоря, привести человека к таким же переживаниям, к таким же гормональным выплескам, только, так сказать, дома на диване, не подслушивание, не под прослушивание какого-нибудь гундосового завывания в молитвенном доме, а, например, под звуки прекрасной группы Doors и прочее. Эта тема соблазнительная. Пройдемся аккуратненько. В частности, конечно, в первую очередь мы не можем не поговорить про диэтиламид лизергиновой кислоты, так называемый ЛСД, которая приводит к переживаниям очень близко сопряженным с религиозными. Я уже сказал, что проскользь во всех организованных религиях есть вот те, кто ее создал, и они клянутся, бьют себя в грудь кулаком, что они пережили эти испытания. Они пережили эти озарения, соприкосновения, там, Иоанн Богослов, Апокалипсис почитать, каких он только, что он там только не видел, там и какие-то колеса, и какие-то определенные горни Иерусалим, чего он только не видел, хотя на самом деле, по большей части, он копировал строчки из пророка Даниила, пророка Осии, пророка Малахии, вот, которые в Ветхом Завете все это видели. Вот. Но тем не менее, нельзя себя в то же самое состояние приводить. Вдруг увидишь что-нибудь такое, что тебя подвигнет как Бога Кузю, или там как Виссариона, или как этого Порфирия Иванова к созданию собственной около православной религии.
Конечно, пионерами в создании ЛСД был, собственно, сам создатель Альберт Хоффман, который в 1943 году провел, сегодня это празднуется как День велосипедиста, испытание на самом себе ЛСД, вследствие которого он был шокирован тем, насколько эти переживания близки религиозным. Ну и, конечно, знаменитый Тимоти Лири, который пропагандировал именно ЛСД, в частности, как освобождение от религиозной зависимости. Поэтому главные противники вот этого дискурса, это в первую очередь, конечно, религиозники, чисто с конкурентной точки зрения. Но это, сказать, самое начало. Диметилтриптамин, сокращенно DMT. Вот он как раз вызывает подобное ощущение. Если ЛСД вызывает внутреннюю такую сосредоточенность, определенные образы ты видишь, то диметилтриптамин он вызывает буквально религиозные ощущения. В частности, Теренс Маккена очень много писал об ЛСД и о DMT как о способах светской религиозности. То есть знаменитый гуру духовности 20 века на одном, наверное, уровне с Ошо он стоит, но при этом Теренс Маккена всегда был атеистом. То есть он пропагандировал вот именно духовность чисто химического плана. Ну а Рик Страссман написал знаменитую книгу, на русский переведена, DMT «Молекула духа». И он опять же развивает эту тему химической интоксикации организма, которая тебя приводит к такому же внутреннему кайфу на гормональном уровне, но без социальных и политических выхлопов, сопряженных с этими всеми вещами. Поэтому, разумеется, эти люди, которых я вам показываю, это самые страшные дьяволы во плоти, которые всех нас, всю нашу молодежь, поганые там наркодилеры, в общем-то, уводят. Так что практически, ну, это, наверное, лица, которых я вам показываю, это, наверное, сопоставимо с лицами там Ария или Цельса, каких-то древних еретиков, ересиархов, которые пытались народ от христианской церкви отучить. Говоря о современном уровне, значит, вот, современные нейробиологи и биохимики, книги которых, к сожалению, на русский язык не переведены, это Дин Хаммер, и главная нынешняя фигура это Диего Голамбек, который в своих современных исследованиях непосредственно подходит с другой стороны. Не пытаются создать вот тот самый гормональный фон в пробирке без церкви и мечети, а совершенно наоборот. Они пытаются распознать, как в различных организованных религиях происходит та самая гормональная интоксикация. То есть это те люди, которые рассматривают религиозных проповедников, религиозных деятелей как наркодилеров. Причем без относительно оценочных суждений. То есть они пытаются вскрыть покров мистической завесы над теми озарениями, восторгами религиозными, которые испытывают верующие люди, заявляя, что у них особые чувства, которых больше нет ни у кого другого. Ежели владеете английским языком, то я адресую вас, конечно, к этим двум фигурам. Значит, Диего Голамбек и Дин Хаммер. Вот. Ну, говоря о русском языке, в целом, заканчивая нашу с вами сегодняшнюю сложную и соблазнительную тему, если вас заинтересовала она, так сказать, что почитать на эту тему вообще. Если в целом вы хотите общего представления о том, что происходит с нашим организмом на гормональном уровне при прикосновении к религии, то я вас адресую к этим двум книгам, которые доступны для скачивания. Даже я их могу сейчас подгрузить в нашу группу в скайпе, если вы хотите их скачать. Но здесь безоценочно. То есть это такие, в общем-то, нью-эйджевского плана книги, где не ругается религия, не хвалится за это, а просто в общем, так сказать, на жутко попсовом уровне открываются вот некие механизмы. Если хотите больше трэша и угара, то, конечно, это Майкл Шермер. Это один из главных проповедников современного атеизма, секуляризма, скептицизма. Фигура уровня Докинза, Рика Харриса, то есть, собственно говоря, биохимик, который вскрывает пелену священности и делает это очень грубо, цинично, но на научном уровне с того, что происходит в нас, когда нам думается, что мы обрели Господа Бога, когда нам думается, что у нас наконец-то все представление сложилось в единый пазл, когда мы частью нашей картины Бога сделали, когда мы действительно осознали, что наш прогресс духовный с признания своей греховности, с которого начинается вступление в религиозную общину. Вот максимально жестко с этим вопросом разбирается, конечно, Майкл Шермер, которому я вас, дорогие друзья, и адресую. Ну и, безусловно, начинать нужно с этого автора. Это самый главный ученый, который начал расколдовывание
процессов духовности, религиозности на эндокринологическом уровне. Это главный нейроэндокринолог мира, главный биохимик нашего поведения Роберт Сапольский. Поэтому начинаем эту тему, конечно, с изучения его книг, в частности, доступных на русском языке. Соблазнительно, правда? Тонкие, возвышенные нюансы нашей жизни, то, что мы величаем духовностью, взять и обосновать банальными химическими вливаниями. Ну, безусловно, это подростковая крайность, такая же, как ее противоположность отрицание очевидности. Это начало, это открытие очень важной, трепетной, актуальной для нас всех темы. Поэтому, во-первых, welcome в комментарии для того, чтобы продолжить обсуждение. Во-вторых, конечно, продолжайте смотреть видео, посвященное этой теме. Ну и главное, читайте соответствующие книжки. Спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, я был вам полезен. В свою очередь, и вы не забывайте о благодарности, в первую очередь о ее объективной форме, материальной. Ссылки для донатов и реквизиты в описании к этому видео. Спасибо за внимание. Надеюсь быть вам полезен.